уже на данном этапе и так все нравится. По этой причине... Да я не знаю, как еще сказать, Миш, я уже по 10... Ух ты, пыжик мой, распыжился. Да, я тебя поцелую, пойду. Зачем? Ну, блин, там нормально. Я была. Угу. Ну, а мы двигаемся дальше. Для того, чтобы создать такую сложную геометрию на стене, нам нужно заранее сделать чертеж на бумаге. Для этого нам потребуется сам лист, линейка, карандаш и пара цветных ручек. Длина моей стены 150 сантиметров, а высота 103. На листе отмечаю точку. От нее откладываю по 7,5 см влево и вправо, а также по 5 см вверх и вниз. Затем соединяю точки линиями, получаются 4 прямоугольника. Масштаб чертежа относительно стены я взяла 1 к 10. Далее размечаю будущую геометрию в верхнем левом прямоугольнике. Для наглядности использую ручки разных цветов. Каждый цвет обозначает определенную ширину малярной ленты. Зеленая линия лента 3 см, фиолетовая 4 см, красная 2 см, а синяя 1. Теперь отмечаем цифрами точки на пересечении центральных осей, как по вертикали, так и по горизонтали. В конце дублируем линии в остальных четвертях, ориентируясь на первый прямоугольник. Также данный чертеж нам поможет рассчитать, какое количество малярной ленты нам необходимо. Например, красными линиями у меня обозначена малярная лента шириной 2 см. Беру линейку и измеряю каждую из этих линий. Складываю все эти длины, и у меня получается 21,6 см. Так как масштаб у меня 1 к 10, поэтому умножаем все это количество на 10. Получается 864 сантиметра. Переводим это в метры. 8 метров 64 сантиметра. Такое количество 2-сантиметровой малярной ленты нам потребуется. Могут быть всякие непредвиденные ситуации, поэтому лучше еще добавить 10% плюсом к этому количеству ленты. И так как я буду оклеивать в 2 слоя, поэтому умножаю эту длину на 2. Чертеж готов, и теперь нужно перенести его на стену. Для этого как раз пригодится мой новый лазерный уровень Rokadil Ray Air. Для начала распакуем его и посмотрим, что входит в комплектацию Set Mini. Открываем кейс и достаем сам нивелир. Как видите, корпус компактный и имеет прорезиненную защиту, которая смягчит удар при возможном падении и предотвратит попадание влаги и пыли. Чувствуется, что корпус очень прочный, надежный и при этом достаточно легкий. Также в комплекте идет съемный аккумулятор с зарядкой через Type-C, и это огромный плюс. Мой старый лазерный уровень работал от батареек, которые всегда разряжались в самый неподходящий момент, и приходилось топать в магазин, останавливая работу. Здесь же все просто. Аккумулятор всегда можно подзарядить прямо на объекте или вообще подключиться через удлинитель к сети и работать столько, сколько нужно. Это реально очень удобная и полезная фишка. Кроме того, в комплекте есть кабель зарядного устройства Type-C и пульт дистанционного управления, чтобы удаленно можно было включать, выключать и менять режим работы. Подсоединяем аккумулятор и включаем лазерный уровень. Как видите, луч у него зеленого цвета и даже на светлой поверхности хорошо заметен. Время автоматического выравнивания в районе 2,5 секунд, а погрешность не более 0,2 мм на 1 метр. Rokadil Ray Air позволяет построить 12 линий с 6 перекрестиями на 360 градусов. Плюс яркость лучей можно менять, есть 4 уровня. Это позволяет экономить заряд батареи и не использовать слишком яркие линии, когда это не нужно. А самая главная функция, которая для меня является основной при выборе лазерного уровня, это блокировка маятника. В работе с декоративной штукатуркой эта функция нужна для построения наклонных линий. Например, при переносе геометрического рисунка на стену или при диагональном нанесении декоративного песка. Смотрите, если мы просто начинаем наклонять нивелир более чем на 5 градусов, маятник упирается в ограничитель, и прибор сигнализирует нам, что линии сбились и появился наклон. Это убережет от создания неточной разметки. Но если же нам нужно построить именно наклонные линии, то тут необходима функция блокировки маятника. Выключаем нивелир, блокируем маятник и снова включаем прибор. Теперь он готов работать в любом положении. Можно ставить его под углом и отмечать линии на стене так, как требует рисунок. По моему мнению, Rokadil Ray Air имеет все необходимые функции не только для домашнего использования, но и для профессионального применения. При этом он легкий и компактный. Плюс, что немаловажно, на инструмент действует гарантия 5 лет.
Купить устройство можно на маркетплейсах, ссылку оставлю в описании, а по промокоду Creative3 будет дополнительная скидка при покупке на Озон. Теперь устанавливаю нивелир и навожу перекрестие на центр стены. Далее карандашом от центра ставим точки в соответствии с чертежом. Выставляем горизонтальный луч, верхнюю линию проклеиваем малярной лентой снизу, а нижнюю сверху. И окрашиваем серебристой краской на ширину 4-4,5 см. Таким образом делаем все горизонтальные полосы. Вертикальные линии создаем по тому же принципу, сохраняя зеркальность относительно центральной оси. Для диагоналей блокируем маятник уровня и выставляем нужный наклон. Малярную ленту можно использовать повторно, переклеивая ее на другие участки, даже если на ней уже есть краска. Разметили будущий рисунок, можно уже сразу примерно представить себе, как он будет выглядеть на стене. Теперь нам необходимо защитить эти серебристые места при помощи малярной ленты. Лучше всего использовать сразу несколько вариантов по ширине. Я буду применять сантиметр, 2, 3 и 4. Начинаем с самого тонкого. Клеим его по ровному краю серебристых участков. Чтобы не запутаться во время поклейки малярной ленты, рекомендую делать это поочередно. Закончили с первым размером ленты и переходим ко второму. Беру 2-сантиметровый и наклеиваю на следующий участок. С расклейкой закончили, и теперь необходимо обрезать края малярной ленты. Для этого использую канцелярский нож и шпатель. Прикладываю шпатель к одной из сторон и аккуратно срезаю при помощи ножа. Таким образом убираем все лишнее и можно переходить к следующему этапу. Для этого нам потребуется та же самая серебристая краска, которой окрашиваем всю малярную ленту. Делаем это для того, чтобы она затекла под ленту и у нас получился очень ровный стык. Металлизированную краску выбирайте с хорошей укрывистостью. Так покрытие получится ровным и насыщенным, без просвечивающих участков. С этим закончили, и теперь даем краске полностью высохнуть. Так как мы делаем фактуру из обычного материала, то нам необходимо проклеить малярный скотч дважды. Поэтому беру тот же малярный скотч тех же размеров и проклеиваю его поверх уже созданного рисунка. Первый слой обеспечит защиту серебристой краски, а второй позволит аккуратно снять ленту сразу после нанесения плиточного клея. Теперь переходим к созданию фактуры. Делать ее будем из плиточного клея, но также можно использовать гипсовую штукатурку. Набираю клей на кельму вот таким образом. Клей начинаю наносить от угла толщиной 3-4 мм. После высыхания цемент немного усаживается и слой станет немного тоньше. Вообще мне очень нравится использовать плиточный клей именно для создания эффекта бетона. В отличие от цементной штукатурки, плиточный клей создает более ровную и менее текстурную поверхность. Если используете другой материал, например, гипсовую штукатурку или цементную, то обязательно сделайте образец, чтобы посмотреть, какая фактура после высыхания получается. У меня клей закончился. Говорю, у меня клей закончился. Ну что? Надо ускоряться тебе. Надо тебе по шапке дать. Ладно, раз никто мне не поможет. Если не хотите заморачиваться с разведением плиточного клея либо гипсовой штукатурки, то используйте для создания фактуры либо травертин, либо другую любую моделирующую пасту, которая создает достаточную толщину. Около 3-4 мм вполне будет достаточно. Заполнила всю поверхность. У меня это примерно 2 квадратных метра. Далее включаю боковое освещение. Не включается. Ага. Возвращаюсь к первому участку. Смачиваю его водой и приглаживаю кельмой в разные стороны. Вот сейчас хорошо, что у тебя не включилось. Давай еще раз не включим свет. Так. Нам понравилось. Угу. Да ё-моё. Заполнила всю поверхность.
У меня это примерно 2 квадратных метра. Далее включаю боковое освещение, чтобы вам было видно, что происходит. Беру распылитель с водой, смачиваю первый нанесенный участок и разглаживаю его кельмой. Разглаживая, стараемся создать максимально гладкую поверхность, чтобы в дальнейшем нам пришлось меньше ее шлифовать. Для того, чтобы плиточный клей разглаживался максимально ровно, кельма должна по нему скользить, и никакого материала к ней не должно прилипать. Ой, кельма, что ли? Кельма. Ну вот она, видите, смотрите, какая она чистая. Вот я заглаживаю, она чистая. У меня кельма чистая. Все, в принципе, так вот последовательно идем по тем местам, с которых мы начинали наносить. И дальше продолжаем это разглаживание. Заглаживать можно несколько раз. Например, в первый раз пригладили, опять дали минут 20-30 постоять цементному клею, и после этого можно еще раз пригладить. Таким образом мы получим максимально ровную поверхность, которую возможно получить при нанесении цементного клея. Хрень. Гениально. Какие, Ксюша, тебе убирать наплывы? Покажи, что именно убирать. Убираем вот такие наплывы. Угу. В процессе приглаживания убираем вот такие вот дефекты, которые остались от кельмы, и слишком грубые наплывы. После того, как поверхность разглажена и плиточный клей еще сырой, снимаем второй слой малярной ленты. Делая это на данном этапе, мы получим более ровный край, и лента легко отклеится. При снятии будьте внимательны, чтобы не удалить вместе со вторым слоем и первый. Сняли малярку и оставляем клей до полного высыхания. После приступаем к шлифовке всей поверхности. Делаю я это 180-м абразивом. После шлифовки у нас скрылись вот такие мелкие кратеры, выбоинки различные, которые свойственны натуральному бетону. Если вам нравится тот оттенок, который получился на данном этапе, то просто снимаете малярную ленту и покрываете поверхность 2 слоями лака по камню. Я же добавлю небольших полутонов при помощи обычной воды с добавкой черного и синего пигмента. Синего добавляю буквально 1 каплю. Хорошо перемешала и переливаю в распылитель. Колера добавляем совсем немного. Нужна полупрозрачная вода, чтобы оттенок после высыхания был едва заметен. Перед работой обязательно сделайте пробный выкрас на образце. И теперь при помощи распылителя окрашиваем поверхность. На рычаг давим не очень сильно, чтобы цветная жидкость не распылялась, а набрызгивалась на поверхность и образовывала крупные капли. В качестве цветной воды для покраски можно использовать не только темно-серый цвет, но и различные охристые, землистые оттенки. Главное, чтобы они были приглушенными, природными цветами, очень близкими к цвету бетона. Также можно сделать крапинки из белой воды, которые будут хорошо имитировать эффект выслов. Сделала крапинки по всей поверхности, и теперь даем цветной воде полностью высохнуть. Приступаем к грунтованию поверхности. Грунт я использую глубокого проникновения и наношу его валиком с длинным ворсом. Если используете грунт-концентрат, то обязательно разводите его, как указано на инструкции. Если укрыть концентратом, то получится поверхность такая стеклянная, на которую в дальнейшем ни краска, ни лак просто не ляжет. У меня грунт закончился. Закончили с нанесением грунта, и теперь снимаем малярный скотч. Больше он нам не понадобится. Снимаем паутину нашу. Так, здесь чуть-чуть осталось. Какое это классное занятие. Убираем этот скотч. Но аккуратно. Да, ты очень аккуратно это делаешь.
Быстренько сняли всю малярную ленту и теперь ждем полного высыхания грунтовки. Грунтовка полностью высохла и можем переходить к созданию защитного слоя. Я буду использовать акриловый матовый лак. Если вы хотите сделать такой декор в зоне с прямым воздействием воды, то покрывайте двухкомпонентным лаком либо эпоксидной смолой. Только обязательно сделайте пробный выкрас на образце, чтобы увидеть, насколько сильно изменится цвет плиточного клея. Вместо матового лака можно использовать глянцевый. Тогда блеск серебристых участков станет только ярче. Но имейте в виду, что бетонные участки тоже будут блестеть. Для лучшей защиты лак необходимо нанести минимум в 2 слоя. Это я сделаю за кадром, чтобы не растягивать видео. После даем лаку полностью высохнуть и смотрим, что у нас получилось. У бетона не добавилось излишнего глянца. Как мне кажется, для него это будет просто неестественно. Но при этом у нас серебристые участки потеряли свой блеск за счет матирующих добавок, которые содержатся в лаке. Если вам нравится такой вариант, как сейчас выглядит серебро, оно больше похоже на алюминий и при этом сильного блеска не имеет, то можно оставить поверхность такой, как она сейчас есть. Ну а если же вы хотите вернуть тот серебристый глянец, то просто по этим линиям наносим глянцевый лак, смешанный с серебристой краской. Пропорции 2 к 1. 2 части лака на 1 часть краски. У меня и лак, и серебристая краска на акриловой основе, поэтому они смешиваются без проблем. Далее аккуратно прокрашиваем все линии небольшой кистью. Чтобы не закрашивать эти участки повторно, надо было использовать глянцевый лак. Он, конечно, бы придал бетонным участкам глянцевый эффект, но при этом бы не снизил блеск серебра. Готово. В этом варианте геометрии мне очень нравится сочетание серебристого стального цвета с бетонными вставками. Выглядит это очень брутально, футуристично, очень натурально смотрятся вот эти мелкие крапинки, где-то они чуть крупнее, где-то более маленькие. Мы не получили текстуру перепелиных яиц, а именно натуральный, такой слегка застаренный, обветренный бетон. Как мне кажется, этот вариант отлично подойдет в качестве акцентной стены. Это не просто бетон, который выглядит слишком обшарпанно. В таком варианте можно исполнить и коридор, также подойдет для влажных помещений, так как мы использовали цементные материалы, можно сверху защитить двухкомпонентным лаком либо эпоксидной смолой. Главная проблема, с которой я столкнулась, это недостаточно качественный малярный скотч. Лучше на первый слой использовать синюю ленту, которая с повышенной влагостойкостью. Обязательно пишите в комментариях, как вам подобная тематика, нравится ли вам геометрия и стоит ли снимать подобные видео. Ну а на сегодня у меня все. Всем удачи, здоровья, пока!